changed. There's a pool you can outrun, calling every single name. It's above us, closing in, spreading through everything. No one left outside of it. No one standing out of reach. When it falls, it covers all. There's no place to step away. It was written long before in the lines we never saw. Now it's knocking at the door, like it knew where we would go. All the distance, all the time, couldn't keep it far from here. You can try to turn away, but it follows where you are. In the dark or in the day, it's already in your heart. It's above us, closing in, spreading through everything. No one left outside. Всем привет, привет. Если слышно, если есть связь, дайте, пожалуйста, плюс в чат. There's no warning left to hear, no more space to disappear. Отлично, есть связь, тогда мы можем постепенно начинать. Итак, сегодняшний стрим будет, я думаю, интересным, потому что мы сначала разберем наше недельное движение, разберем сделки, которые были совершены на этой неделе, а потом перейдем к интересной теме после разбора рынка. Эта тема будет посвящена тому, что больше влияет на стабильность в трейдинге: психология или знание? Что мешает трейдеру быть стабильным, да, на длинной дистанции? Психология, либо же все-таки база знаний? На этом вопросе мы сделаем акцент в конце видео, поэтому я думаю, что эфир сегодняшний будет интересный, особенно заключение нашего эфира. Это будет такая, по-моему, тема, которая затрагивает каждого трейдера, кто занимается этим делом. Окей. Начнем сначала анализ нашей недели. Итак, я удалю это все. В первую очередь мы должны всегда делать анализ со старшего таймфрейма, да? Это месячные, это недельные, потом дневные циклы. Зная, в какой фазе находится цена на старших таймфреймах, мы можем определить направление рынка, в какую сторону оно будет двигаться. И поэтому начнем именно с этого момента. Всем привет еще раз, кто присоединяется. Итак, если начнем с месячного таймфрейма, это, кстати, мой новый свой индикатор, который я разрабатываю квартальной теории. Так, это в стадии еще разработки. Дорабатываю пока эти моменты. Итак, нам нужен теперь сейчас месячный цикл. Дневной мы можем убрать. И посмотрим. Вот у нас здесь начинается наш текущий месяц, месяц май. И если делать анализ по квартальной теории, да, мы должны
будем определить модель формирования месяца. И мы видим то, что сейчас, то есть заканчивается третья неделя месячного цикла, и первые 2 недели уже были сформированы. Благодаря этому мы могли уже внутри этой недели определить, в какую сторону будет дистрибуция месяца. И если мы разделим наш месячный цикл на недельные циклы, вот у меня уже здесь включен недельный индикатор, вот границы. Вертикальные границы – это недели. Вот первая неделя, вторая и вот текущая неделя, это третья неделя была. Если мы посмотрим теперь на это все сейчас на 4-часовом таймфрейме, так будет гораздо лучше видно. Вот. Первая неделя, вот эта неделя была. Первая неделя текущего месяца, месяца май. Можно увидеть то, что цена, она двигалась в одностороннем направлении, просто была в расширении. То есть цена внутри этой недели, она расширялась только в одну сторону, без особо глубоких откатов. Вот. Затем цена вошла в фазу аккумуляции. Фазу аккумуляции. Мы видим то, что во второй неделе цена была в аккумуляции. Да? И уже здесь мы можем строить нашу модель месячного формирования. Да? Так, сейчас, минутку, еще раз я так, вот так сделаем, чтобы было видно. Вот. Окей, теперь лучше видно. Итак, если посмотреть на индикатор, вот здесь он показывает, у меня здесь есть годовые циклы, кварталы, месячные, недельные, дневные, 90-минутные микроциклы. И вот если посмотреть на месячном уровне, здесь уже индикатор показывает то, что месяц, он формируется по модели XAMD. Значит, первая неделя у нас была иксом, вторая неделя была аккумуляционной неделей, и это вот текущая третья неделя была манипуляционной неделей. И теперь, если мы разделим вторую неделю, ее границы buy-сайда и sell-сайда, вот, то мы здесь уже сразу можем отметить нашу ликвидность, то есть где находится ликвидность buy-сайда. Вот она находится у нас. Это buy-сайд ликвидность. Так, BCL. И вот тут находилась у нас sell-сайд ликвидность, SSL. Вот она, sell-сайд ликвидность. Так, вот так сделаем. Все. И мы видим то, что она сделала цена внутри этой недели. Внутри этой недели цена сначала спустилась в sell side, зачистила sell side ликвидность аккумуляционной фазы. Вот. И затем развернулась. Если мы посмотрим на дневном таймфрейме, это будет прям очень хорошо, наглядно видно. Вот смотрите, я сейчас эту границу ее уберу, чтобы было понятно нам. Так, цвет сделаем вот такой. Все. Вот теперь смотрите. Значит, вот эта коробка, это диапазон аккумуляции. И что делает цена? Цена спускается в дискаунт. Здесь мы тестируем диапазон ордер блока на дневном таймфрейме. Вот. Тестируем ордер блок. Но при этом мы зачищаем ликвидность аккумуляционной фазы месячного цикла. И как только цена забирает ликвидность, она обратно возвращается и закрывается внутри предыдущей свечи. Это уже сигнал, да? Кто смотрел урок по Daily Bias, который у меня лежит в открытом YouTube-канале, то вы уже, скорее всего, здесь уже поняли, да, как дальше нужно было здесь действовать. Да. Как только цена забрала ликвидность, значимую ликвидность, потому что это
ликвидность аккумуляционной фазы. Цена забрала эту ликвидность и закрылась внутри диапазона вот этой свечи. Вот она. После этого уже, вот, это будет среда, вот здесь это было во вторник. Когда цена спустилась в дискаунт, забрала ликвидность, это был вторник. И в среду можно было здесь работать в лонговом направлении. И первой ликвидностью, куда мы могли бы таргетироваться, это был бы previous day high, то есть максимум предыдущего дня. Это была бы самой ближайшей ликвидностью. То есть drawn liquidity это был бы previous day high. Самая ближайшая ликвидность, куда можно было бы нацеливаться. Да. Затем, вот, в среду цена делает расширение, и здесь она закрывается уже над максимумом вторника. Опять возвращаемся к уроку Daily Bias. Тут мы уже могли также предполагать то, что в следующий день, то есть в четверг, цена продолжит свое расширение, потому что вот среда, она закрылась телом над максимумом вторника. И мы видим то, что действительно вот в четверг цена сначала спустилась в дискаунт, затем уже начала дистрибуцию в buy side. И мы смотрим, что видим, что четверг также закрылся над максимумом предыдущего дня. В четверг самой ближайшей ликвидностью являлась вот этот high являлся, то есть high предыдущего дня. И здесь мы могли бы увидеть то, что вот этот максимум понедельника и максимум среды, они находятся относительно на равных дистанциях. Это получается у нас equal highs, то есть равные максимумы. Такие уровни обычно алгоритм очень любит охотиться за такой ликвидностью. И можно было бы смело здесь ставить свой take уровень именно на этот диапазон, на максимум этого хая. И могли бы вы забрать это. Затем мы в четверг закрылись опять над максимумом среды. И байс для пятницы у нас был бы снова лонговым. И нам нужно было бы в пятницу только увидеть одно формирование SMT-дивергенции в дискаунте, что поймать движение, дистрибуционное движение в лонг. И уже с таргетом, здесь был бы таргет, ближайший таргет максимум четверга, затем второй таргет у нас был бы take profit, вот этот уровень, вот этот high. И финальным диапазоном был бы вот этот максимум, куда цена здесь не достигла, но если мы посмотрим, я думаю, на CME, здесь тоже не достигли. Значит, заберем на начале следующей недели эту ликвидность, потому что это очевидная ликвидность. И алгоритм, целью вот этого всего движения является вот здесь накопленные стопы. Поэтому на следующей неделе это первым делом алгоритм, я думаю, заберет эту ликвидность. Либо в начале недели. Да. И таким образом, как цена двигалась внутри этой недели. Вот здесь у нас неделя начинается. Здесь понедельник, пятница закрылась. То есть предыдущая неделя сформировала вот такое движение. И затем начался откатное движение именно вот к этой цели. Теперь удалю все это нарисованное. В одном из своих weekly рекапов я говорил, что если внутри имбаланса у вас сформируется вот такой swing low, да, или своего рода rejection блок, и он будет находиться внутри имбаланса,
вот этот имбаланс, да. И если цена будет показывать намерение в начале вот здесь, да, движение в эту сторону, то можно смело всегда нацеливаться на low этого rejection блока, потому что это самая явная ликвидность. Это самая явная ликвидность. Обычно я говорил то, что если внутри rejection блока будет еще один rejection блок, то это будет всегда ликвидностью. Здесь то же самое. Теперь вот тут ликвидностью бы являлась вот этот сам фитиль, потому что это сформировано внутри фазы аккумуляции месячного цикла. Понятно, да? И благодаря, опять-таки, чтению байеса на старшем таймфрейме мы могли бы здесь легко и просто читать рынок, опираясь только на daily bias. Вот здесь сами свечи говорят, куда рынок намерен, либо намеревается двигаться дальше. Вот тут, здесь, когда формировался понедельник, мы можем увидеть, как закрывается, допустим, вот смотрите, сейчас покажу вам на симуляции. Так, вот так сделаем. Вот здесь у нас неделя закончилась и начинается новая неделя. Значит, граница, вот этот лоу. Этот лоу. И смотрим, как цена двигалась. Смотрите, открывается понедельник, сначала делает манипуляционное движение в премиум, затем спускается ниже и закрывается ниже уровнем минимума предыдущей свечи. Да? Это уже сигнал. Здесь у вас байс на следующий день уже шортовый. И внутри этого дня вам лишь стоило бы дождаться формирования SMT, который бы вам давал бы сигнал в шортовом направлении. А такой сигнал, как он должен отображаться? Вы должны были бы увидеть SMT формирование в премиуме. Не в дискаунте, а когда цена поднимется в премиум, здесь сформирует SMT. Вот этот момент самый идеальный был бы для входа. И куда можно было бы таргетироваться, вы спросите? Первым ближайшим таргетом был бы вот этот low. Low уже понедельника. Sell side понедельника. Но так как, опять смотрите, здесь low и тут low, и они находятся относительно близко к друг другу, значит, это будет у нас equal lows. Equal lows. Относительно равный минимум. И на следующий день что делает цена? Вот, цена сначала поднялась здесь, вот тут она открылась, сначала поднялась в премиум, здесь мы сформировали SMT-дивергенцию, и после этого цена упала, зачистила вот эти сразу ликвидности, которые находятся относительно друг к другу близко. Это является equal ликвидностью. Вот, этот и этот low. И тут, смотрите, как только мы забрали ликвидность, цена опять вернулась в диапазон предыдущего рейнджа, и дневная свеча закрылась внутри диапазона предыдущей свечи. Снова мы, опираясь на daily bias, на концепцию daily bias, здесь мы можем уже формировать свою идею уже на среду. То есть, если мы закрылись внутри, значит, цена намеренно показывает свое намерение, что она уже тут может развернуться и может начаться бычье движение, то есть лонговая дистрибуция. И тут подтверждением было бы первым формирование SMT-дивергенции уже в дискаунте здесь. Как только было бы сформирована SMT-дивергенция, это было бы сигналом, что медвежий тренд переходит на бычий тренд. После формирования SMT-дивергенции.
А подтверждением смены тренда являлся бы слом структуры. Либо через МСС, либо через цист. И смотрим дальше. Вот, пожалуйста, вот тут было сформировано, это уже у нас среда. В среду было здесь сформирована SMT-дивергенция между S&P 500 и Dow Jones. Опять, как я сказал, SMT должно было сформироваться в дискаунте. Если мы разделим вот эту свечу, саму свечу, просто в премиум и дискаунт, вот, пожалуйста, цена сначала спустилась в дискаунт, здесь сформировали SMT-дивергенцию, а затем дистрибуция началась. И тут, как только была бы сформирована SMT-дивергенция, слом структуры, можно было бы войти в позицию и таргетироваться вот на этот хай. На хай предыдущего дня. Что делает теперь у нас среда? Мы видим, что хочу обратить ваше внимание, ребята, тела свечей, они имеют очень большую важность. Да? Как говорит сам Майкл Хаддлсон, ICT, фитили, они наносят урон, но историю творят именно тела. По телам свечей мы можем уже делать прогноз, потому что именно тело свечи говорит о многом. И поэтому, когда мы видим, что свеча закрывается телом над максимумом предыдущего дня, то с большой вероятностью на следующий день цена будет двигаться именно в том направлении, куда закрылась свеча, телом, в каком направлении. И мы видим, что телом цена закрылась в бычьем направлении, и на следующий день у нас байс был бы лонговый. А ключевым моментом для входа у нас здесь опять выступал бы SMT-дивергенция, которая сформировалась бы в дискаунте рейнджа. И как только мы видим, вот смотрите, цена упала, если так измерим, так, вот так. Вот. Цена упала сначала в дискаунт, здесь мы сформировали, это четверг, в четверг была сформирована SMT-дивергенция между Dow Jones и S&P 500 здесь. Далее, потом я уже покажу вам на младшем таймфрейме, как это здесь было все сформировано. И как она закрывается? Снова мы закрываемся над максимумом предыдущего дня. Телом закрывается свеча в направлении лонгов, да, в бычьем направлении. В следующий день опять продолжится, значит, движение в лонговом направлении. И вот, пожалуйста, пятница. Здесь у нас сформировалась, здесь в пятницу даже не было сформировано, не было фитиля. То есть с открытия цена сразу начала движение в лонговом направлении. Да? Без глубокого отката. И мы видим, что вот тут был маленький диапазон дневного имбаланса. Вот этот диапазон, пожалуйста. Вот он. По идее, если цена, вот тут это важный момент, потому что это единственная FTA-зона, то есть зона сопротивления вот в этом ценовом формировании. Это единственная зона сопротивления была. И если бы было бы это откатным движением, да, то есть вот это было бы движение откатом, то цена должна была здесь получить реакцию и продолжить движение в шорт. И здесь самый важный момент, вот эта свеча, она должна была бы закрыться, не перебивая диапазон дневного имбаланса. Вот тут. Но мы видим, что телом свеча закрылась, перебив этот диапазон. Вот. Здесь уже сигнал о том, что цена не уважает этот имбаланс дневной. А если цена не уважает этот имбаланс, значит цена уже вошла в фазу дистрибуции.
фазу дистрибуции. И order flow здесь уже лонговый. Если был бы order flow шартовый, то имбаланс медвежий, он должен был быть, он должен был, как респект, цена должна была бы зауважать этот медвежий имбаланс FEG и отсюда получить реакцию. То есть вот так должна была закрыться бы внутри диапазона, либо ниже, и потом цена должна была бы развернуться отсюда и продолжить свое шартовое направление. Но эта свеча говорит о многом. Когда цена закрылась, перебив этот диапазон, это уже сигнал, что цена уже находится в бычьем order flow. Понятно, да? Теперь давайте будем разбирать как бы каждый день внутри нашей недели. Начнем мы с понедельника. Начнем с понедельника. Окей, все лишнее мы здесь можем убрать. На прошлой неделе я в недельном стриме говорил то, что цена уже вот тут показала свое намерение, да, то, что здесь уже разворот был, вот тут был бычий order flow, затем цена сделала слом структуры и начался уже медвежий order flow. Признаком этого медвежьего order flow были вот эти имбалансы от 4-часового таймфрейма. Вот, пожалуйста. Если цена вошла уже в медвежий order flow, то в медвежьем order flow медвежьи имбалансы, то есть FEG, bearish FEG, они будут удерживать цену и будут диапазоном, откуда цена будет отталкиваться и продолжать свое шортовое движение. Да. Мы видели то, что вот, я говорил то, что вот это движение на следующей неделе продолжится. И в понедельник, так, сейчас, в понедельник я уберу это все. Какое движение мы могли бы ожидать? Да? Здесь уже начинается новый цикл, и мы должны здесь были бы отметить пою, откуда цена может развернуться. Если цена намерена продолжить свое движение, то она должна теперь в начале новой недели совершить одно обманное движение. Цена никогда не будет сразу двигаться в шортовом направлении. Суть алгоритма заключается в том, чтобы сначала создать ложное движение, чтобы завлечь неопытных трейдеров в ложном направлении. И это ложное направление должно сбалансировать сначала вот этот несбалансированный диапазон, вот этот, и затем продолжить движение. То есть цена в начале недели не должна была бы перебить вот этот rejection блок от дневного таймфрейма. Вот здесь у нас зона FTA. Итак, спустимся на младший таймфрейм. Посмотрим, как у нас будет теперь формироваться Азия и Лондон. Я буду показывать только киллзону Нью-Йорка и буду объяснять, как там нужно было делать анализ. Так, смотрите, вот здесь начинается Нью-Йорк киллзон, 9:30 открытие нью-йоркской сессии. И что, вот так давайте сделаем, вот так. И первый момент.
куда пришла цена? Цена пришла ровно на наш диапазон от дневного rejection блока. Вот дневной rejection блок. И смотрите, я сейчас увеличу, покажу вам самый важный момент. Кто смотрел мой урок по алгоритмическим сигнатурам, вы здесь уже, наверное, поняли, да, в чем здесь суть. Смотрите, как закрываются свечи. Как закрываются свечи. И эта свеча от 15-минутного таймфрейма, и эта медвежья свеча, она закрылась ровно на уровне 0.5 этого rejection блока. Это сильный сигнал, это признак алгоритма. Если вы научитесь читать правильно сигналы алгоритма, то вам будет проще уже ориентироваться внутри графика. И вот, пожалуйста, здесь цена показывает свое уважение этого rejection блока и отталкивается ровно от 0.5 уровня этого rejection блока. Лайки, комменты, ребята, приветствуют. Я должен это сказать, потому что для меня это стимул. Я это все делаю бесплатно абсолютно. И любые комментарии, любые лайки, это дают для меня своего рода топливо. Я человек эмоциональный, и я реагирую очень сильно. Может быть, иногда я не показываю это, но внутри это мне все равно мотивирует, когда люди, соответственно, реагируют на то, что я говорю. Если это полезно, если им это приносит какую-то выгоду и пользу. Окей, продолжим. Вот тут признак. И теперь мы смотрим, что у нас сформировалось до открытия Нью-Йорка. Да? Вот тут мы видим то, что цена формирует low resistant ликвидность. Low resistant ликвидность. Вот этот low и этот, видите, они относительно близко находятся друг к другу. Плюс цена поднялась в премиум, потому что, как я говорил и на предыдущих сессиях, мы должны всегда отмечать dealing range в начале понедельника. Dealing range формируется от пятницы. Я думаю, что сегодня не успеем золото, потому что в конце стрима у нас есть важная тема, она довольно-таки тоже объемная. Но на следующих стримах я постараюсь тоже делать обзор золота. Окей, у нас вот тут dealing range, потому что здесь мы сняли ликвидность, и этот high, он является dealing range. И вот тут, здесь, после слома структуры в long, у нас dealing range подтвердился. Значит, на рабочий диапазон у нас вот этот high и этот low. И здесь цена вот поднялась в премиум. Так, вот так сделаем, будет верно. Вот премиум. Затем, здесь цена показывает свое намерение. Вот через уважение этого уровня. Плюс ко всему, здесь цена еще пришла в диапазон 15-минутного имбаланса. Вот, пожалуйста. То есть у нас находится пой внутри пой. Это сильный уровень. Плюс этот же, вот этот диапазон, он является protected high. Почему? Потому что мы здесь зачистили ликвидность. Вот он. Здесь зачистка была ликвидности. И кто смотрел мой урок по отложенной доставке, да, я делал урок вам, сейчас покажу. Кто смотрел урок отложенной доставки, вот этот урок. Почему рынок выбивает твой стоп, да? Здесь я подробно описывал механизм отложенной доставки. И, ребята, вот, пожалуйста, вам наглядный пример на живом рынке, то есть на реальном рынке. Сейчас я перейду на H4 и отмечу. Даже на, можно сказать, на дневке. Вот смотрите. Да, первым условием отложенной доставки что был? Это rejection блок. Должен был быть здесь. Вот он. Rejection блок. Так, теперь смотрим.
цена пришла на диапазон этого rejection блока. Здесь. Так, вот это. Вот. Я имею в виду пятницу. Это понедельник. Вот этот момент, смотрите. Вот, цена зашла в диапазон rejection блока. Затем мы здесь получили реакцию. Вот, сформировали rejection блок. Rejection блок. Затем цена начала двигаться в лонговом направлении. И ровно здесь, как только мы достигли ликвидности, это был индюсмент своего рода, да, цена забирает этот high и резко начинает дистрибуцию в лонг. Точь в точь, как я описывал на уроке. Механизм один и тот же. Если вы научитесь правильно распознавать этот механизм, то вы будете ловить эти движения и вы будете избегать от ненужных входов. Плюс я в закрытом канале для своей группы давал еще дополнительные детали, как можно заранее определить, где будет формироваться у вас отложенная доставка внутри модели MMXM. Кто, если пропустил, из студентов, посмотрите раздел именно Different Delivery в закрытой группе. Я там создал специальный пост и там объяснил, как надо определять заранее, где будет формироваться вот такое движение. Вот здесь это обманное движение. Тут многие зашли в лонг-позицию, думая, что все, здесь будет разворот и цена будет продолжать лонги. Но нет, увы. Целью вот этого движения был вот этот high. И затем цена вот начинает стремительно падать без особых глубоких откатов. Это у нас different delivery был. Да, отложенная доставка. То есть, почему отложенная? Потому что цена, когда достигла вот этого диапазона, rejection блока, она отложила доставку цены в sell side, потому что здесь было, что? Здесь была нехватка ликвидности. Когда здесь нехватка ликвидности, цена специально откладывает эту доставку, и она формирует здесь дополнительную ликвидность, чтобы потом забрать ее одним броском. И мы можем увидеть, что до вот этого движения здесь были только вот этот лоу и этот лоу. Да? Больше не было нигде ликвидности. Мы знаем в концепции ICT, вот эти swing low это пулы ликвидности, потому что большинство трейдеров ставят свои стопы именно за вот эти свинги. За вот эти свинги. И здесь вот, когда цена спустилась вот в этот диапазон, сформировали SMT-дивергенцию, на NASDAQ мы не забрали этот лоу, но на одном из других активов точно был зачищен этот лоу. И тут считается этот диапазон protected, защищенным. Поэтому здесь нету ликвидности, зачищена ликвидность, алгоритм уже зачищил. А если нет ликвидности, то двигаться в этом направлении невыгодно алгоритму. Поэтому он должен создать ликвидность, дополнительную ликвидность, чтобы было выгодно двигаться в шортовом направлении. И эту миссию он выполняет через отложенную доставку. Вот тут. Цена сначала делает шортовое движение, затем разворачивается, делает ложный вид, что разворот тренда. Как только достигает ликвидности, здесь заправляется топливом за счет накопленных здесь стопов, затем сбривает вот здесь вот эту всю ликвидность, вот она, и за счет того, что уже здесь сформировано вот два, где, вот этот лоу и этот лоу, и они относительно друг от друга на равных уровнях, это уже equal lows. Алгоритм потом просто зачищает все это. То есть у меня в YouTube канале достаточно информации, чтобы ICT-трейдеры поняли, как надо торговать. Да, чтобы понимали механизм. Но в моем курсе, в моем менторшипе,
там гораздо больше информации. То, что я здесь говорю, это всего лишь 1/10 часть того, что находится в менторшипе у меня. Само собой, я не буду все здесь раскрывать, да. Вот. Кто хочет, опять-таки, научиться системной торговле, я приглашаю к себе на курс. И в конце стрима я покажу отзывы студентов, которые пришли ко мне, обучились, некоторые обучаются до сих пор, их мнение по поводу, опять-таки, вопроса, что мешает быть трейдеру прибыльным: эмоции или же системные знания. Но пока продолжим наш разбор. И тут мы находимся у порога Нью-Йоркской сессии. Здесь мы видим, что цена пришла к сильному диапазону FTA, зоне сопротивления. Здесь можно уже понять, что цена не будет двигаться дальше. И здесь мы сформировали, опять-таки, SMT-дивергенцию с S&P 500. Так, сейчас я покажу. Так. Вот, пожалуйста, вот этот момент. Так, это S&P 30, значит, US 30 был. Так, это мы забрали здесь. S&P 500. S&P 500. В общем, здесь была сформирована S&P-дивергенция. Сейчас я найду этот диапазон. Так, вот этот high. Да, вот S&P. Вот тут было. Вот это SMT. Да? Это уже сигнал разворота тренда. У нас есть все подтверждение. Есть SMT-дивергенция, есть премиум, дискаунт массив и плюс rejection блок, FVG имбаланс. И плюс это protected high. В начале Нью-Йорка теперь нам нужно всего лишь дождаться слома структуры. Здесь мы можем увидеть слом через цист, да, либо через МСС. МСС у нас был бы слом, вообще был бы так, да, вот тут даже. Это было, здесь было бы невыгодно уже входить. Поэтому, как только вот цена перебила бы уровень цист, закрываемся мы телом ниже уровня циста, то можно было уже после того, как увидели бы уважение этого уровня, входить в сделку. И вот мы видим то, что цена здесь, так, вот так сделаем, вот тут показывает цена уважения этого уровня. Это был первый сигнал. Можно было бы от этой свечи, либо от этой входить в шортовом направлении и поймать движение. И куда можно было бы таргетироваться, да? Вы спросите. Так. Первый ближайший таргет у нас был бы сначала вот этот лоу. Вот этот лоу сам свой. И затем посмотрим чуть левее на историю, есть ли еще один какой-нибудь уровень здесь ликвидности. Так. Нет, ничего ближе нету. Есть единственная ликвидность. Вот, это сессионная ликвидность PM-сессии. Вот она. Вот. И здесь можно было бы таргетироваться именно сначала сюда, но они, видите, они находятся опять-таки относительно друг к другу в близком расстоянии. Можно было бы либо первый таргет на sell side Азии поставить, потом дополнить вход, либо добавить лот
и уже вот отсюда вот тянуть свой тейк. Вот это 5-минутная свеча, вот здесь как раз можем открыть позицию в шорт, потому что у нас было подтверждение через слом, и take profit, вот если поставили бы вот так, таким образом, короткая позиция, вход был бы от циста, вот таким вот образом, стоп поставили бы за этот swing high, так. И давайте посмотрим, как это все пошло бы у нас. Здесь так, мы отсюда вошли, да? Выбил бы. Потому что... Почему? Потому что здесь стоит имбаланс от 5-минутного таймфрейма. Вот он. И теперь здесь важный момент. Да? На каждом стриме я повторяю, да, есть так. Внутри фазы слома структуры мы должны увидеть displacement candles. Да? Это свечи смещения. И внутри этих свечей мы должны увидеть формирование имбаланса FVG. И вход у нас всегда должен быть именно от теста этого имбаланса. И вот, пожалуйста, если бы мы здесь зашли бы уже без теста этого имбаланса и поставили бы стоп вот за этот хай, нас бы выбило. Вот. Но, если бы вы поставили бы лимитку теперь, я обратно верну, вот сюда. Да. Если мы поставили бы лимитку как раз к границе этого FVG, лимитный ордер на продажу, вот, то нас бы, наоборот, дали бы нам войти возможность. И стоп уже мы могли бы поставить вот сюда. Потому что этот имбаланс, он сильная зона, опять-таки, сопротивления. Обычно, если цена пробьет этот уровень и закрепится телом, все, мы больше не будем рассматривать здесь шортовое движение. Вот. Но мы видим, то, что этого не случилось. И стоп, который был бы поставлен вот сюда, его даже бы не тронуло бы. И позиция у нас была бы вот такой. Так. И 1 к 5 РР вы бы спокойно здесь бы смогли бы поймать. Пожалуйста. Вот. Таким образом, вы бы закрыли бы понедельник в плюсе. И после уже ланч-сессии можно было бы смело закрывать, потому что там дальше уже делать особо нечего. Если вы поймали вот это движение, надо довольствоваться тем, что вы поймали, а не идти на поводке своего искушения. Потому что вот это движение даже очень хорошее внутри одного дня. Потому что вы поймали дистрибуцию. Вы не заходили здесь, у вас не было глубоких откатов. В течение короткого времени вы бы здесь поймали свой take profit, и все, и довольны, вышли бы из сделки. Окей, дальше. Вот Нью-Йорк ПМ, он еще чуть-чуть глубже сделал движение, но все равно вот здесь думаю, что сформировали SMT дивергенцию. Опять-таки, сейчас посмотрим. Так. Да, здесь SMT было. Здесь было Хайден SMT сформировано с S&P 500. Так, это все можем удалить теперь. И смотрим. Здесь это у нас понедельник. Как закрывается понедельник?
Вот. Здесь уже видно. Вот, вот это дневные свечи. Вот дневные свечи. И здесь можно увидеть то, что понедельник закрылся над минимумом. Это что? Пятницы. Над минимумом пятницы. То есть у нас байс шартовый. Теперь во вторник мы должны увидеть теперь формирование SMT дивергенции, когда цена придет в премиум. Давайте посмотрим здесь. Так, начинается азиатская сессия. Вот у нас уже здесь есть dealing range. Вот он. Это dealing range. Это этот минимум. Вот этот максимум. И этот минимум. Вот он. Вот у нас есть dealing range. Цена здесь сначала была в дискаунте. Вот она поднимается в премиум. Начинается азиатская сессия. И тут мы должны внимательно смотреть. Так, на это S&P 500, а на Dow Jones. Так. Есть SMT Momentum тут. SMT Momentum. Окей. Особо такого чистого SMT пока здесь я не вижу. Так, в таких случаях, так, да, прокручу до Нью-Йорка, и там при Нью-Йорке сделаем один анализ общий. Так, давай на М15 поставим, чтобы быстрее это все было. Так, где у нас при Нью-Йорк будет? Так, 9.30, вот 9.15. Быстренько докрутим до туда. Вот, пожалуйста. 9.30 вот тут. И здесь, смотрите, вот это уберем, это нам не нужно. Тут надо смотреть. Мы видим то, что Азия и Лондон, они находятся в аккумуляционной фазе. Да? Цена не вышла за рейндж вот этого предыдущего дня. Вот у нас dealing range, и цена еще находится внутри этого рейнджа. Значит, это фаза аккумуляции. И как только цена выйдет за рамки этого dealing range, это будет манипуляционным моментом. Будет манипуляционным движением. Ясно, да? Потому что эта фаза уже аккумуляции является. Цена находится внутри dealing range. У нас здесь находится, то есть при Нью-Йорк, вот Нью-Йорк начинается тут. И тут самый важный момент, еще один дополнительный. Наблюдать за циклом 4-часовые циклы. Вот здесь у меня включен индикатор 4-часовых свечей. Вот так сделаем. Вот он, 4-часовые свечи. Вот. И я включу еще один дополнительный мой индикатор, который будет показывать диапазон 4-часовой свечи. Так, вот здесь закончился предыдущий 4-часовой цикл. И вот тут у нас новый диапазон 4-часовой свечи. И мы должны увидеть, как она закроется. В каком направлении свеча закроется на 4-часовом таймфрейме. Давайте посмотрим. Вот здесь как раз-таки в 9 часов начинается новый цикл 4-часового таймфрейма. И мы знаем, что каждая свеча, когда формируется свеча на старшем таймфрейме, она что делает? У нее всегда будет вот такое формирование. Сначала, да, кто изучал тему Open Low High Close, либо Open High Low Close, формирование свечей. Сначала вот такое движение будет, аккумуляция, затем манипуляция, затем сформирует тело свечи, достигнет максимума какого-то, и потом
закрытие свечи вот так. Да? Значит, здесь фаза открытия, потом формируется low свечи, то есть фитиль, нижняя часть, потом формируется тело, формируется максимум свечи, и тут закрывается свеча. И вот тут, пожалуйста, смотрите, сначала цена здесь формирует аккумуляцию, затем спускается, хоть мы здесь сначала пробили в лонг, но цена находилась внутри рейнджа. Нам важен вот этот рейндж, пробитие. И вот цена здесь делает манипуляцию. Эта часть является манипуляцией. Вот, манипуляцией. И как только мы здесь увидим слом структуры, у нас будет удобный момент для входа. Но прежде чем это, мы должны увидеть здесь SMT-дивергенцию. Так, давайте на M15, здесь M15 тоже, да? Так, SMT-дивергенцию. Вот, пожалуйста, SMT-дивергенция у нас уже есть между Dow Jones и S&P 500. Вот. Есть SMT-дивергенция. И теперь, вот эта 4-часовая свеча, она должна закрыться у нас вот тут, в 13:00. Вот здесь закрывается. И внутри этой свечи, если мы увидим слом структуры, то это будет сигналом для лонгов. Ясно, да? Внутри этой свечи мы должны увидеть. Для этого мы должны спуститься на младший таймфрейм, на M1, либо M5, либо M3. И тут, вот, все это лишнее я удалю. Так, это тоже мы выключим, чтобы не мозолило нам глаза. Аккумуляция была, манипуляция через Double Purge, двойную зачистку. И здесь у нас слом структуры. Вот у нас первый уровень циста. Это мы можем убрать. У нас SMT-дивергенция есть. И вот тут у нас будет слом структуры через MSS. Market Structure Shift. И мы должны здесь увидеть плюс свечи, displacement свечи. То есть свечи смещения. То есть либо через одну, либо через две. Это должна быть серия однотипных свечей, которые сделают displacement, смещение. И вот, пожалуйста, видите, формируется серия свечей в бычьем направлении. Они все однотипные. Вот это можно не учитывать. Если на M5 пройдем, ее не будет здесь. Вот. Серия свечей. Это уже сигнал дисплейсмента. Это displacement. И мы видим то, что, смотрите, уровень CIS начинает уважать. Вот этот уровень начинает алгоритм уважать. Здесь закрылись над этим уровнем, и мы видим то, что ни одна свеча телом не закрывается, перебив вот уровень циста от M3. Вот это M3. Это самый лучший признак того, что если вы здесь правильно сделали анализ, это будет подтверждением вашей идеи, что вы сделали правильный анализ, и все у вас идет по плану. И самый идеальный момент будет, как только вы увидите уважение вот этого уровня, можно было бы уже входить. Но это был бы преждевременным входом. Почему? Потому что еще у нас не сформированы displacement candles. Поэтому вот этот уровень мы будем придерживать. Вот. Как только цена, либо мы поставим просто лимитный ордер вот, на покупку здесь. И по идее цена должна вернуться, сделать повторный тест этого уровня. Давайте посмотрим, дадут ли нам это, только уже на M5. И здесь мы видим, слом дают нам, все отлично. И еще один самый интересный момент, ребята, вот у нас граница 4-часового цикла. Вот у нас здесь заканчивается 4-часовая свеча. И вот она, как она закрывается. Что у нас здесь произошло? Мы сняли ликвидность и закрылись внутри предыдущей свечи. Вот, даже закрылись телом над максимумом.
Это очень сильный сигнал, что тренд будет у нас бычьим. Так. День у нас закрылся. Окей, ничего страшного. Главное, что мы должны увидеть, алгоритм будет ли уважать этот уровень. И вот мы здесь, вот дневная свеча, забрали previous day low, минимум предыдущего дня, и закрылись внутри предыдущей свечи, то есть дневной свечи. Сигнал к лонгам уже есть, потому что у нас есть SMT-дивергенция, вот тут сформировалась, есть слом, осталось только, чтобы цена зауважала уровень циста. Либо на М15 у нас вот есть, здесь вот 15-минутный баланс. Мы сделали ее один раз тест, и плюс вот тут индюсмент сформировался. Вот этот low, это будет в качестве индюсмента служить. Посмотрим дальше. Так. Сейчас начнется азиатская сессия. И вот, пожалуйста, как я и говорил, цена пришла. И смотрите, как опять здесь закрываются свечи. Телами закрываются над этим уровнем. Это алгоритм. Это чтение алгоритма называется, ребята. Когда вы тоже, если будете так стремиться, да, и обучаться правильному направлению, вы тоже сможете так читать формирование свечей и дальше уже делать профитные сделки. Окей, мы здесь вошли в позицию, значит, теперь таргетом у нас будет первым, самый ближайший таргет, это high предыдущего дня, то есть вот этот день. И его high находится вот тут. Вот он. Так. Вот. Вот здесь находится. И take profit, первый take profit был бы именно максимум предыдущего дня. Вот этот максимум был бы. И значит, если бы мы выполнили вот здесь вход, да, стоп поставили бы, допустим, за этот swing low и take сюда, на high max предыдущего дня, то RR здесь был бы у нас даже вот так, 1 к 5 можно было бы подогнать спокойно. Если поставить стоп за телом, вот 1 к 5, даже 1 к 6 у нас есть пока. Посмотрим, что сделает Нью-Йорк. Да. Мы сделаем еще до Нью-Йорка еще один дополнительный анализ. 9.15. Вот сюда поставим границу. Да, это уровень всегда будет у вас. Уровень CIS и MSS, он всегда будет находиться внутри SMR фазы MMXM. Так, смотрите теперь здесь внимательно, что здесь происходит. Цена что делает? Формирует low resistant ликвидность. Вот она. Здесь формируется low resistant ликвидность. И в Нью-Йорке можно было бы. И смотрите, цена разворачивается, когда осталось совсем чуть-чуть до максимума предыдущего дня. Вот так сделаем. Вот. Осталось чуть-чуть. И оно разворачивается обратно, в обратном направлении. Это специальные манипуляционные движения, чтобы завлечь трейдеров запрыгнуть в шорты. Нет, я opening range не использую вообще. Opening range мне не нужен. Итак, здесь ложное движение. И в Нью-Йорке, я думаю, да, здесь можно было бы что предполагать. Потому что мы здесь зафармили low resistant ликвидность. Цена сначала заберет эту ликвидность, сформируем SMT-дивергенцию, и цена дальше продолжит свое движение. И вот, пожалуйста, смотрите. Вот цена, если спустилась сюда. И можем вот тут, если чуть-чуть растянем график, здесь прям явно видно, что цена находилась в аккумуляции. Вот, пожалуйста. Аккумуляция была. Затем
манипуляция sell side, и должно начаться сейчас дистрибуция. Мы на M5, так, давайте на M1 посмотрим, на M1, вот. Итак, вот здесь у нас был бы слом структуры, вот слом структуры. После слома здесь мы видим displacement candles есть, но нету имбаланса такого явного. Все имбалансы находились в премиуме, их пробила цена. И когда такое формируется, то цена всегда спускается до ордер блока. Вот этот ордер блок. До ордер блока. И получает реакцию именно от ордер блока. Вот тут мы можем опять докупиться. Вот, докупиться. Да, стоп поставим уже здесь за вот этот ордер блок. И куда мы дальше можем таргетироваться? Да? Мы здесь забрали хай предыдущего дня, и следующим таргетом у нас будет вот этот хай понедельника. Вот так. Сделаем подтверждение. Так, у нас здесь... Это еще вторник, да? Это вторник. Значит, если вторник, надо здесь, мы вот здесь хай ставим, но надо учитывать, этот хай, он является защищенным, протектедом. Почему? За счет того, что он снял ликвидность двух сессий, азиатской и лондонской. Поэтому в таких случаях надо целиться на ликвидность, которая будет ниже этого уровня. Вот. Если сделаем вот так, то это будет целесообразно. Почему? Потому что мы должны всегда учитывать хай, что он из себя представляет. Если он забирал ликвидность сессии, либо если еще забрал ликвидность предыдущего дня, то он всегда будет протектором, защищенным, и цена не сможет его сразу пробить. Поэтому мы делаем вот так. Даже. А лучше всего на M5 целиться на тела свечей. Ставить таргет именно к телу свечей. Вот видите, вот здесь тела свечей. И целиться именно сюда. Вот в таком случае вы не прогадаете своим тейк-профитом. Надо еще учитывать, что это вторник. Во вторник цена всегда делает такое движение, что когда остается чуть-чуть до таргета, она всегда разворачивается. Учитывая все эти моменты, мы передвигаем свой take profit ниже и смотрим, как цена теперь отработает у нас. Стоп ставим сюда и сюда take profit. И здесь уже у нас RR 1 к 7. Да, неплохой RR получается. Так, нас выбило стопом. Видите, мы выбили. В таком случае, что я предлагаю всем делать? Когда у вас анализ байс верный, да, так. Потому что многие писали, вот что надо делать, что надо делать. Подтверждением у вас будет всегда формирование SMT дивергенции. Смотрите, вот у нас только теперь сформировался SMT. Вот он. Вот после такого формирования отработка у вас будет 100%. Потому что это сигнал смены тренда. Так. И как только вас выбило по стопу, и вы увидите то, что телами свечи будут закрываться внутри диапазона вот этого low, мы видим, да, то, что вот если на M3 перейдем, то вообще вот телами свечи закрываются внутри этого ранжа. Но при этом мы сформировали SMT дивергенцию.
то в таком случае вы можете смело входить по рынку без подтверждения, без слома, без цист. Вот, допустим, вот. Как только вы увидели вот такую свечу, либо на М3, как только вы увидели, что цена здесь закрылась внутри предыдущего рейнджа, можно уже со следующей свечи вот, открывать позицию. Потому что в вашей стороне уже будет алгоритм. Он показывает вот SMT дивергенцию, телами свечи закрываются внутри, и плюс мы зачистили ликвидность. Вот. Так. Вот. Здесь была полная зачистка ликвидности. Вот она. И теперь мы можем таргетироваться снова на тот же уровень. Так. Длинная позиция. Вход здесь. И стоп сюда. И самый безопасный стоп всегда у вас будет находиться за свингом, который сформировал SMT-дивергенцию. Вот. Когда вы будете ставить, если будете ставить стоп именно за тот свинг, который формирует у вас SMT-дивергенцию, то он будет защищенным. Давайте посмотрим, как теперь эта цена там будет двигаться. Есть. И вот видите, отработка есть. Забрали тейк. Таким образом у нас и мы в среду поймали, и здесь тоже это движение поймали. То есть все движение все движения можно было поймать, если правильно читать алгоритм. Окей, переходим теперь к... Это у нас, если был вторник, теперь среда. Так, на 15 перейдем, чтобы быстрее все это сделать. Окей, все, лишнее удаляю. И теперь смотрим, как закрылся у нас день. Как у нас день закрылся. Мы закрылись вот в бычьем направлении над максимумом предыдущего дня. Значит, bias к следующему дню, вот, для среды, у нас будет снова лонговым. И для входа мы должны увидеть SMT, формирование SMT в sell side. В sell side. Так, это среда, значит, уже здесь четверг у нас, да, будет, да, четверг. То есть вот в четверг мы должны увидеть SMT-дивергенцию, которая будет сформирована в sell side. Окей, да, покрутим до 9:30 снова. Так, 9:15, вот. Давайте быстренько все это быстро прокрутим. Есть. Смотрите теперь, ребята, еще один интересный момент. Когда я растягиваю график, чуть-чуть растянул в ширину, что здесь можно увидеть? Прямо здесь видно, что цена находится в аккумуляции, да? Вот. Этот low и этот high. И цена находится вот внутри этого двигателя. И мы видим то, что ровно 0,5 уровень эквилибриум уважается свечами. Вот здесь можно увидеть вот уважение свечей. То есть это признак аккумуляционной фазы. Если это аккумуляция, то мы опять-таки должны отметить границы этой аккумуляции и наблюдать, какую сторону цена сначала зачистит. И эта сторона будет у нас фазой манипуляции. Если это фаза манипуляции, то мы должны входить в противоположном направлении от фазы манипуляции. Ясно, да? И мы смотрим, вот начинается сессия Нью-Йорка. Вот Нью-Йорк, Killzone. И мы смотрим теперь, сверяемся с коррелирующими активами. Что происходит там? Мы видим вот в Dow Jones цена полностью сделала глубокий откат, зачистила всю ликвидность sell-сайда, в то время как NASDAQ, он сделал фейл, он не смог сделать глубокий откат, и цена осталась внутри рейнджа. Какого рейнджа? Вот этого. Вот здесь был low и здесь high.
цена находится здесь, она не смогла пробить этот лоу. Но это движение сделал Dow Jones. И этого достаточно для нас, потому что цена этим маневром сформировала здесь SMT дивергенцию. Даже вот так. Вот. И это сигнал для смены тренда. Как только мы это увидели, то тут уже мы можем искать вход в позицию на младшем таймфрейме, на M1, либо на M3, M5. Не имеет значения. Итак, мы должны здесь увидеть теперь displacement candles. Displacement candles, да? Это может быть серия однотипных свечей, либо пару больших таких свечей, внутри которого будет сформирован имбаланс. И имбаланс этот должен удержать цену. Вот. Мы здесь видим то, что серии свечей здесь нет. Вот единственное, вот тут серия свечей, но ее цена опять обратно зачищает. Здесь был индюсмент.